Всем привет, и не удивляйтесь, у нас сегодня будет пара видео записаны тут, поэтому я буду в одном и том же наряде с одним и тем же макияжем. Ну, как бы, вы уловили суть. Но суть сегодняшнего видео этого у нас будет о моих фотографиях на Патреоне. Много было вопросов, много было негодований. Я решила один раз объяснить, видео в принципе будет недолгое, но просто чтобы поставить все точки над «и». Первое, почему на Патреоне появились эротические фотографии, как это многие называют, а я объясню свою точку зрения. Долгое время я стеснялась своего тела, даже как бы на море, знаете, не могла пройти в купальнике, а всегда закутывалась в полотенчико. И уже год я подписана на нескольких инстаграм-блогеров, которые довольно активно часто показывают свое неидеальное тело, с тем же целлюлитом, растяжками, животиком, ляжками и всем остальным. При этом они не очень толстые, то есть это не плюс-сайз модели. Это девочки с обыкновенной стандартной фигурой, в принципе, которые я всегда вижу на пляже. И у них фотографии в купальниках, фотографии характера, да, где девочка в трусах, сзади ее кто-то фоткает, видны лешечки, целлюлитик и бочки и все в этом роде. И я решила тоже... У меня прибавилась уверенность в себе, что почему я должна этого стесняться. И да, мне нравятся такие фотографии. То есть мне нравятся фотографии в купальниках девочек, мне нравятся фотографии в красивом нижнем белье, в стрингах и все в этом роде. То есть я не считаю это чем-то ужасным, на мой взгляд, по крайней мере. То есть у всех, я понимаю, что некоторые вообще выросли в стране, где если женщина показывает волосы, то это уже просто верх, там, не знаю, какой-то распущенности. Я понимаю, что для тех людей фотографии в купальнике это наверное, конец света. У всех разные менталитеты, все окей. Но для себя я решила, что я хочу, чтобы у меня были такие фотографии, я буду делать такие фотографии, мне это нравится, и кому не нравится, знаете, люди могут это не смотреть. Следующий вариант, что все настолько пошло кажется человеку, насколько он это воспринимает. Я очень много людей на море вижу в стрингах, девочек, знаете, у которых пока не загорают лямки спущены, и когда они переворачиваются, и вся грудь видна, и я была и на нудистских пляжах, и на Майорке. И кто из вас был, ну или вообще на пляжах Европы, вы знаете, что принято, даже не надо быть на нудистском пляже, чтобы вам было разрешено топлес загорать. То есть меня удивить телом вообще нельзя, то есть я не воспринимаю это как какую-то пошлость. То же самое у парней, когда сильно обляпанные трусы на пляже, да, и тоже там, в принципе, даже для фантазии ничего больше не остается. Для меня это не является чем-то пошлым. Ну, я, по крайней мере, так воспринимаю. Может, еще потому, что из-за практик в мединституте я довольно большое количество людей видела голыми. И для меня вообще голый человек не воспринимается как что-то, как субъект какого-то желания. То есть для меня голое тело может вызвать какое-то сексуальное желание либо привлечь меня в случае, если мне этот человек даже без тела нравится. То есть если мне нравится молодой человек, я в него влюблена, но мне, в принципе, тогда даже голое тело не надо. Он меня привлекает. То есть у меня лично вот какая-то такая логика. Для меня голое тело, ну или полуголое в купальнике, для меня это просто искусство. Как и красивая фотография в одежде в красивой, с красивой декорацией, как и какая-то скульптура, да, я вообще человек, который очень далек от искусства. Я в нем очень плохо разбираюсь. Я прям, знаете, из серии знаю импрессионизм, постимпрессионизм и там ренессанс и все такое. То есть тут для меня вот на таком уровне поверхностно кончается мое познание в искусстве. Но даже я такой далекий человек от искусства, побывав там во Флоренцию, увидев работы Микеланджело, Рафаэля, да, эти скульптуры, эти красивые тела, вы не можете этим не восхищаться. То есть та же пышка, изображенная, да, полуобнаженной, там немножко прикрыто тут что-то, там что-то, это красиво, это эстетично,
Я не знаю, почему люди так опошлили тела, и только надо, чтобы вы там были полностью закутаны, и тогда нормуль. Да, не дай бог ваша красота. Я считаю, что да, это красота, при этом я считаю любое тело красивым. Конечно, у меня к себе там довольно много каких-то, как сказать, мне, конечно, хочется улучшать, но прогресс это или желание улучшить это неплохо, поэтому все нормуль. Но в общем и целом мне вот нравится смотреть на любые тела, если это красиво сделанная фотография, у меня здесь как бы проблем никаких нету. Поэтому все люди, которые, ой, господи, ой, ну все, скатилась, для меня я их воспринимаю не то, что я скатилась, а то, что человек, то есть человек настолько все опошляет. Теперь к следующему вопросу. Если это не пошло, зачем ты за деньги выставляешь там куда-то на Patreon? Тут уже идет практичный вопрос. Когда я решила делать такого рода фотографии, у меня возникло два варианта. Я могу их делать и выставлять бесплатно в Инстаграм, или я их могу монетизировать. Мой Patreon довольно долго существовал, где я делала видео дополнительные, и там было 20 подписчиков. Сейчас там около 60 или 58, а единственное, что я изменила, это я начала туда добавлять фотографии. Мне, как и любому человеку, который делает дополнительно какой-то труд, за который подразумевает то, что да, вы будете платить деньги, естественно, мне хочется, чтобы там было больше людей, и это привлекло больше людей. Если мои фотографии, которые я бы и так выставила в сеть, этим я могу привлечь людей на платное, да, как бы на свой платный сайт, естественно, я это буду делать, потому что почему нет? Каждый из вас там как-то работает, у кого-то есть какое-то хобби, многие шьют как хобби, многие вяжут как хобби, многие там, я не знаю, рисуют как хобби, и эти люди не будут бесплатно вам шить, вязать, если вы как бы как друг, да, придете, они все равно будут за это хотя бы что-то брать. Многие люди обрабатывают фотографии как хобби, они за это тоже берут деньги. ASMR мое хобби, если я могу за Patreon брать деньги, и если я могу привлечь туда больше людей, естественно, я это сделаю. То есть у меня как бы все в порядке с головой. Да, логика работает, все хорошо. Поэтому не понимаю тут тоже негодование людей, типа, как ты можешь, тихо, спокойно, легко. Вам не нравится, не смотрите. Вам не нравится, что я это делаю, поэтому вы не хотите смотреть мои АСМР. Опять же, не смотрите. Люди, потому что были, знаете, такие случаи, это мой любимый случай, я вам сейчас расскажу. Это когда под каждым видео, ты скатилась, и я ухожу. Окей, я ничего не пишу, даже не блокирую. Второе видео от того же человека, тот же этот, я ухожу. Короче, человек уходил около 7 видео, пока я человека не заблокировал. И это не один человек, то есть многие делают из серии «я ухожу, если ты не уберешь фотографии». Естественно, я их не убираю, человек все еще не может уходить. Такого рода людей, которые уходи не могут сделать, я, естественно, блокирую, потому что, да. Потом вопросы, насколько там все открыто, там что, голая грудь, там что, голая задница. Я, естественно, не могу показать, потому что это за деньги, эти фотографии, но голой груди, могу вам честно сказать, пока не было. Была в лифчике. Да. Голой задницы не было, в трусах вроде пока тоже не было, в боди было. В боди была, да, задница. Или задницы пока не было. Не помню, врать не буду. Но голой меня еще пока не было. Так что для тех, у кого почему-то кому-то это очень интересно, мне даже там в Инстаграм, в личку: Саша, скажи, насколько там все плохо? А там голая грудь есть, при этом там люди чуть ли не по пунктам спрашивают: голая грудь есть, голая попа есть, а там голое что-то есть, а насколько там открыто? Так хочется сказать: ну, чувак, ну купи $3, посмотри, потом расскажи мне, насколько в твоем понятии там все открыто. Надеюсь, этим мы закроем этот вопрос. Все те, кто все равно остается при своем мнении серии «Если женщина не в паранже, то проститутка», это ваше личное мнение, у меня есть мое мнение. Если наши мнения не состыковываются, я думаю, нам нужно разойтись, я никого не держу, потому что иногда складывается такое впечатление, что я просто стою у кого-то сзади, да, и
пистолетом. И если ты сейчас отпишешься от этого канала, я тебя тут порешаю. Ну, по комментариям реально складывается у меня лично такое впечатление. Я этим людям могу сказать, я вас честно, ничего я с вами не сделаю. Не нравится, уходите. А все те, кто разделяют мое мнение на данный счет, и тоже, кто любит смотреть на красивые эстетические фотографии, я вам оставлю тут, не, дайте, знаете, под видео моих любимых инстаграм-блогеров, где я люблю черпать вдохновление по поводу тела. Надеюсь, мы тут ответили на все вопросы, и тут мы сейчас тему Патреона закроем. Все, это было единственное. Все остальные комментарии по поводу того, как все плохо, будут, естественно, блокироваться. Мы, значит, с вами просто не состыковываемся во мнении, и зачем тогда вам присутствовать на моем канале, где, естественно, я буду транслировать свою точку зрения на мир. Да, все. С голой задницей и сиськами разобрались. Идем дальше по жизни.